Итак, почему во время месячных выделяется кровь? Все очень просто. Эндометрий отслаивается, оголяя кровеносные сосуды. Отсюда и выделение крови. В среднем менструация длится от 3 до 5 дней. Стандартная потеря крови во время менструации не угрожает жизни и не ведет к анемии. Но если вы используете больше 7 тампонов в день или менструация длится больше недели, стоит обратиться к врачу и сдать анализы. Есть риск развития анемии. Кстати, если у вас обильные месячные, бывают кровотечения или вы страдаете от анемии, мы приготовили для вас перечень продуктов, которые восполнят недостаток железа. А сейчас 10 самых распространенных вопросов и ответов на тему месячных. Первое. Можно ли принимать препараты, которые разжижают кровь? Если лекарства для разжижения крови вам назначил врач, отменять их точно не стоит. При этом смело откажитесь от приема таких препаратов, как анальгин и аспирин, традиционно применяемые с целью облегчения боли и снятия неприятных симптомов недомогания. Учтите, что менструация может быть более обильной или затянуться на длительный срок. Второе. Как правильно питаться во время месячных? Запомните сразу, голодание или строгие ограничения в питании могут привести к усилению болезненных проявлений, тошноте, головокружению и усилению боли в животе. Женщины теряют во время месячных от 30 до 80 мл крови, что соответствует 15-25 мг железа. Поэтому важно восполнять недостаток железа продуктами, которые его содержат в большом количестве. Например, 1 порция гречки с отварным яйцом, долька красного сладкого перца и горсть лесных орехов поставят вашему организму суточную норму железа. Если вам нужна более подробная информация по железу, ссылка на специальное видео находится на вашем экране и в описании под этим видео. Женскому организму также необходимо примерно 1200 мг кальция во время месячных. Это в 2 раза больше обычной суточной нормы. Недостаток кальция усугубляет проявление неприятных симптомов ПМС. Видео по теме кальция вы также можете найти на нашем канале или в описании под этим видео. Общие рекомендации по питанию во время месячных. В план питания рекомендуется включать продукты, богатые железом: мясо, бобовые, морепродукты, орехи, темные ягоды, гранат и гранатовый сок, гречку, яблоки, дикий рис. Не следует есть холодные продукты, например, йогурт, мороженое, так как они могут спровоцировать болезненные спазмы. Также во время месячных полезно пить различные травяные чаи и настои. Имбирь, например, хорошо снимает тошноту. Красный лист малины убирает судороги. Чай из одуванчика – отличное средство против боли и вздутия живота. Масло первоцвета устраняет набухание молочных желез. Третье. Как тренироваться в эти дни? Начнем с того, что спорт сам по себе полезен во время месячных. Движение и физическая активность помогают справиться с недомоганиями, которые часто возникают у женщин, например, с болью. Единственное, что стоит ограничить, это тяжелые тренировки. Тяжелые физические нагрузки усиливают кровопотери и могут спровоцировать кровотечение, особенно если к ним есть склонность. Избегайте тренировок на пресс, изоляции на ягодицы, приседания с весами, перевернутых поз, слишком активного стретчинга и тренировок на шпагат. Четвертое. Принимать ванну или лучше душ. Во время менструации отторгается эндометрий, внутренняя оболочка матки. Матка в эти дни уязвима и вход в нее приоткрыт, чтобы эвакуировать кровь. Поэтому любое попадание воды или возбудителей могут вызвать воспалительные заболевания и стать источником инфекции. Пятое. Можно ли употреблять алкоголь? Однозначно нет. Алкоголь расширяет мелкие сосудики, и кровотечение из-за этого усиливается и может быть более обильным. Шестое. Можно ли сдавать кровь в критичные дни? Во время месячных и еще в течение 5 дней после нельзя сдавать кровь. У доноров и так забирают около 500 мл крови. Если потерять еще больше, могут появиться опасные для здоровья последствия.
Кроме того, во время менструации и после нее у женщин может быть понижен уровень гемоглобина, а для донора это очень важно. 7. Стоит ли проводить УЗИ груди? Менструальный цикл влияет на грудь, поэтому картина ультразвукового исследования молочной железы во время месячных и после отличается. Причем если грудь у вас обычно болит, то на УЗИ будут заметнее изменения. Поэтому такое исследование лучше делать после окончания менструации, но в первой половине цикла. 8. Секс во время месячных. Можно или нет? Сразу стоит отметить два момента. С точки зрения духовности, в разных верованиях и религиях есть разные предписания по этому поводу. Поступайте так, как вы научены. С точки зрения физиологии, месячные не повод для отказа от интимной связи, если оба партнера не возражают. Гинекологи рекомендуют использовать в этот период презервативы. Это необходимо с гигиенических соображений и чтобы исключить нежелательную беременность. Для информации, во время менструации шансы забеременеть ниже, чем в другие дни, но они также есть. Поэтому в эти дни нужно предохраняться так же, как и в остальные. Иногда можно перепутать менструальную кровь с мажущими выделениями, которые случаются в другие дни цикла. 9. Когда правильно менять тампоны или прокладки? Гигиена особенно важна во время месячных. Прокладки и тампоны необходимо менять каждые 3-4 часа или чаще по необходимости. Использование одной прокладки или тампона в течение 8-9 часов может привести к появлению неприятных запахов или бактерий, особенно если вы потеете в течение дня. Постоянное и длительное использование тампонов может также спровоцировать развитие воспалительного процесса. Особенно это касается тех женщин, которые часто меняют средства гигиены в непредназначенном для этого месте грязными руками. 10. Можно ли уменьшить боль в эти дни? Многие женщины первые дни менструального цикла проводят в постели, ссылаясь на боль в животе. Это не совсем правильное решение, так как в состоянии абсолютного покоя кровь застаивается и месячные проходят гораздо болезненнее. Умеренные нагрузки уменьшают болевые спазмы внизу живота за счет улучшения циркуляции крови в малом тазу. Некоторые девушки даже отмечают, что регулярные тренировки уменьшают менструальные боли. Далее список продуктов, которые необходимо включить в ежедневное меню. 1. Кушайте петрушку. Петрушка содержит апиол, соединение, которое способно стимулировать весь процесс, облегчая при этом менструальные судороги, тупые ноющие боли в нижней части живота. 2. Кушайте жирную рыбу. Существуют исследования, доказывающие, что месячные у женщин, употребляющих омега-3 жирные кислоты, проходят менее болезненно. 3. Съедайте в течение дня горсть из микса разных семечек и семян. Семечки богаты витамином Е, а также цинком и магнием. В семенах подсолнечника содержится и передоксин, витамин В6, который помогает облегчать боль во время менструации, а также способствует усвоению цинка и магния. 4. Молоко, сыр и йогурт следует употреблять с осторожностью или не употреблять вообще, потому что они содержат арахидоновую кислоту и могут вызвать спазмы. Вместо этого используйте коктейли на основе растительного молока домашнего приготовления. Таким образом, вы получите нужный кальций, а также витамины, содержащиеся во фруктах и ягодах. И, наконец, состояние раздражительности свойственно женщинам в период месячных. Но это не значит, что нужно бросаться на всех с криками и высказывать недовольство по любому поводу. Лучшее, что вы можете сделать – предупредить близких о том, что вам нужно чуть больше пространства в этот период. Важно понимать, что данные рекомендации могут быть условными, поскольку у всех период менструации протекает индивидуально. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.